Однажды молодой и амбициозный джентльмен совершил крайне безрассудный поступок. Назовем этого джентльмена мистер В. Был ли мистер В слишком самонадеян? Определенно. Так что же сделал опрометчивый мистер В? Он купил подлежащий сносу старый дом в надежде привести его в порядок и стать владельцем большого поместья. Почему такие глупцы совершают одни и те же ошибки, спросите вы? Ответ прост: потому что они глупцы. Мистера В не смутила низкая цена. Наоборот, наш глупец обрадовался подвернувшейся удаче. Но в первую же ночь удача оказалась невезением. Дело в том, что в беспроглядной темноте чердака обитало древнее зло. Незабвенная женщина, столетия назад призвавшая темные силы. Звали ее леди Агнессой, и это был ее дом. Только ее. Непрошенных гостей она принимать не желала. Случайно попавший под руку дневник маленькой девочки пролил свет на прошлое. В конце 19 века этот дом был пансионом, в котором леди Агнесса обучала будущих гувернанток. Она была строга и за малейшую провинность отправляла своих воспитанниц в комнату наказаний, что находилась на чердаке. Возвращаясь оттуда, они уже не были прежними. Агнесса забирала их силы, утоляя свой ненасытный голод и принося их жизни в дар темным силам. И вот теперь она желала добраться до мистера В. История этого дома началась задолго до его строительства. В средние века Агнесса жила в небольшой деревушке у реки. Как-то раз ее супруг отправился на охоту и подвергся нападению дикого зверя. Живым он не вернулся. Но Агнесса выдержала этот удар судьбы. Спустя время из жизни ушла ее единственная дочь, и смириться с такой потерей Агнесса уже не смогла. Она попала в место, именованное как Черное святилище. Здесь глава культа и свела Агнессу с темными силами, которые завладели ее душой, а взамен возвратили дочь с того света. Черный культ был обнаружен инквизицией, а его участники преданы священному огню. Но темные силы воскресили Агнессу. Правда, теперь она не была человеком. Она стала монстром, которому постоянно требовалась кровь. На месте Черного святилища новый супруг Агнессы возвел большой особняк, в котором она стала проводить спиритические сеансы, взывая к преисподней. Супруг внезапно исчез, а Агнесса открыла в доме пансион для сирот, чтобы поддерживать свою неправильную жизнь за счет невинных душ. С помощью старинного артефакта мистер В провел ритуал изгнания злых духов и освободил несчастную леди Агнессу от проклятия, навсегда привязавшего ее к этому дому. Теперь она никому не причинит вреда. Темные врата в преисподнюю наконец закрылись. У мистера В появился шанс воплотить свою мечту. Когда-то его дом станет тем самым внушительным поместьем, которое он так желал. А эта история мистера В пусть послужит уроком. То, что кажется удачей, вполне может оказаться змеей в мешке, а необдуманные поступки никогда не принесут спокойного сна. Flambeau Pictures представляет Синтия Юнг, Томми Джексон и Джо Пауэр в блокбастере «Дом кошмаров». По мотивам романа Винсента Холланда. Все персонажи фильма вымышлены. Любые совпадения с реальными событиями случайны. Это был тихий осенний день. День, когда молодой самонадеянный джентльмен совершил крайне безрассудный поступок. Учитывая окончание этой загадочной истории, имена уже не важны. Так что назовем его мистер В. Приемное агентство по недвижимости полнилось множеством антикварных вещей и утопало во мраке. А его владелица, напротив, излучала природный магнетизм и была самым ярким украшением комнаты. Мистер, как вас, не напомните? В. Зовите меня мистер В. Я ждала вас. Итак, вы хотите приобрести дом? Верно. Сегодня удача на вашей стороне. У меня есть интересное предложение, но это должно остаться между нами, понимаете? Ближе к делу. Никто не должен узнать о такой находке. И есть одно старинное поместье, которое вот-вот будет снесено. Именно из-за этого его цена значительно упала на рынке. Кто его владелец? Владельца нет.
Мне это подходит. Будьте уверены, вы настолько влюбитесь в этот дом, что никогда не сможете его оставить. Мистер В. обрадовался подвернувшейся удаче. Особняк действительно был внушительным и поражал своими размерами. В архитектуре чувствовался стиль XIX века. Резные колонны, побитые временем обои с замысловатым узором, изысканные канделябры. Раньше здесь жили состоятельные люди. Риэлтор, эта загадочная леди, рассказала, что домом владела женщина, которая после исчезновения супруга открыла девичий пансион. Куда же исчез супруг и куда пропали ученицы? Да, работы здесь много. Мистер В. сразу же занялся тем, что умел лучше всего. Уже ночь настала. Ну что ж, день был долгим. Пора ложиться спать. А завтра я поднимусь на чердак и разберу старые вещи. Вдруг что-нибудь мне приглянется. Что это? Звук вроде бы доносится из чердака. В первую же ночь то, что почудилось мистеру В. удачей, оказалось невезением. В беспроглядной темноте чердака обитал древний дух незабвенной женщины, которая столетия назад призвала темные силы. Я леди Агнесса. Я обитаю в этом доме с начала времен. Но есть одно пророчество. Когда луна взойдет на западе, а солнце сядет на востоке, когда зажжется круг свечей, осветив лик смерти, когда старинный артефакт покажет силу во время ритуала, сгину я прочь из этого дома. Я найду этот артефакт, где бы он ни был. О нет, он запрятан глубоко в гробнице Сальвадорады. Туда тебе не добраться. И вообще, хватит болтать, я слишком голодна. Мистер В. очнулся в своей кровати. Напротив него сидела владелица агентства недвижимости. Я нашла тебя внизу без сознания. Сколько я проспал? Около суток. Так что же случилось? Я не знаю. Кажется, я был на чердаке и что-то видел. Что именно? Некую женщину, как видение. Она назвала себя леди Агнессой. Может, это был просто сон? Ах, друг мой, кажется, я должна рассказать тебе кое-что. В первую нашу встречу я уже говорила, что раньше этим домом владела влиятельная особа. Ее муж исчез. Говорили, что она принесла его душу в дар темным силам, а те взамен наделили ее вечной жизнью. Тогда она открыла в этом месте пансион для девочек. Каждую ночь она пробиралась к ним в спальню и пила их кровь, утоляя свой ненасытный голод. Все ученицы исчезли, никто их больше не видел.
У мистера В появились пугающие подозрения. Постойте, а что вы здесь делаете? И как сюда попали? Я и есть та, кто наделила Агнессу великим даром. Как только я тебя увидела, то поняла. Ты нам подойдешь. Только представь, вместе мы сможем обладать величайшей силой на свете и будем жить вечно. Она нашла меня ночью в моем черном святилище. Пришла ко мне сломленная, подавленная. Мне нужна вечная жизнь. Я готова ради этого на все. О, дитя, ты ее получишь. Но что ты готова отдать взамен? Все, что угодно. Это была выгодная сделка для нас обеих. И я подарила ей то, что она хотела. Теперь я была не одна. У меня была могущественная компаньонша, и мы с легкостью расправлялись с каждым, кто переходил нам дорогу. Но есть один старинный артефакт, скрытый в темных залах Сальвадорадского храма. Он может нам навредить. Пока он не уничтожен, мы уязвимы. Именно ты должен его отыскать и уничтожить. Я сделаю это. Что, если он не уничтожит артефакт? Ты правда думаешь, что этот слюнтяй способен на такое? Надо было сразу от него избавиться. Подожди, время еще придет. Говорят, что тьма живет в каждом из нас. Она коренится глубоко внутри, в самых темных закоулках души, куда попросту не может проникнуть свет. А что произойдет, если эту тьму выпустить наружу? Волю судьбы в этом выпал шанс убедиться молодому человеку, получившему, как ему казалось, лакомый кусок. Старинный внушительный особняк по выгодной цене. Вот только под оберткой обнаружился не шоколад, а давно прогнившая смесь ужаса и кошмаров. И древние чудовища пробудились от долгого сна. При партнерстве онлайн-магазина Продавито. Все права защищены. Предложения магазина Продавито не являются публичной офертой. По всем возникающим вопросам вы вправе обратиться на горячую линию магазина по телефону. Стоп, по внутриигровому телефону вы можете звонить только своим знакомым. Тогда извините, ничем не можем вам помочь. Мистеру В требовалось отыскать старинный американский артефакт в гробнице, расположенной в Сальвадораде. Но он решил не тратить время на поездку и вместо этого обратился в онлайн-магазин Продавито. Продавито – быстрый и надежный помощник в поиске любых товаров. Продавито помог мне найти нужный артефакт и доставить его к самому порогу. Я всегда пользуюсь только Продавито, потому что на Продавито есть все. Артефакт, о котором говорили неживые дамочки, был в руках у мистера В. Поэтому перед ним стала дилемма – довериться им и уничтожить реликвию, или все-таки нет. Как сказала леди Агнесса: Когда луна взойдет на западе, а солнце сядет на востоке, когда зажжется круг свечей, осветив лик смерти, когда старинный артефакт покажет силу во время ритуала, сгину я прочь из этого дома. Когда старинный артефакт покажет силу во время ритуала. Тебе удалось отыскать артефакт? Я заказал его через Продавито. О, я тоже заказываю товары через Продавито. Вышивка, свечи, пакеты крови. Там столько всего. И быстрая доставка. Ну что ж,
А теперь пришло время избавиться от нее, от моей создательницы. Она слаба, и я не вижу ее с нами. Давай покончим с этим. Мистер В. расчистил комнату от старых вещей. Как хорошо, что на чердаке сохранился стол для проведения ритуала и хрустальный шар, которыми в XVIII веке пользовалась сама Агнесса. Ну о каком лике говорила леди Агнесса? И лишь когда мистер В. зажег свечи, то на стене вдруг проступил тот самый лик. Мистер В. начал ритуал. Я изгоняю тебя из этого дома. Остановись! Дело было сделано. Можно ли сказать, что призраки прошлого покинули это место? Что ж, посмотрим. Жизнь мистера В. возвращалась в прежнее русло. Наконец-то он снова мог заняться тем, что умел лучше всего. Но иногда, в тот самый момент, когда все дела, казалось, завершены, вы все равно чувствуете какое-то беспокойство. Внутренний голос словно нашептывает, будто что-то не так. Но что? С чего бы начать? Для начала спрошу вас, почему глупцы совершают одни и те же ошибки? Ответ прост. Потому что они глупцы. Вот и я был глупцом в свое время, но прошел трудный путь, прежде чем это осознать. Меня зовут... Впрочем, это не важно. Зовите меня просто мистер В. И я хочу рассказать вам о жутких событиях, случившихся со мной в доме, который я удачно купил за бесценок. Вот этот дом. Эта история не будет линейной. Она слишком сложна и сбивчива. Я буду перескакивать из одного времени в другое и иногда возвращаться назад. Это история древнего проклятого дома, в котором произошло нечто страшное. Я хотел бросить себе вызов и своими руками привести в порядок старый дом. Ну и, конечно, заснять весь процесс на камеру. Такие видео набирают огромное количество просмотров и даже приносят доход. Поэтому я решил, почему бы и нет. Я узнал о доме из объявления в газете. В нем говорилось, цитирую, что этот монументальный памятник архитектуры подлежит сносу, если не появится покупатель. В 19 веке здесь якобы располагался пансион воспитанниц леди Агнесы. Кто такая Агнеса, я не знал, для меня это не имело значения. А зря. Лишь потом я понял, что перед покупкой надо было раскопать историю дома поглубже. Может быть, тогда я бы узнал, что все воспитанницы пансиона бесследно исчезли. В агентстве недвижимости мне сказали, что этот дом настоящая находка. Сегодня удача на вашей стороне. Есть одно старинное поместье, которое вот-вот будет снесено. Именно из-за этого его цена значительно упала на рынке. Я сразу же сюда переехал и начал обустраиваться, снимая весь процесс на камеру. Вот, смотрите, здесь до сих пор сохранились старые вещи.
тут, наверное, был класс для занятий. Вот учительский стол. А это спальня, где ночевали ученицы пансиона. Такое странное чувство быть в окружении вещей из другой эпохи. Признаюсь честно, я был воодушевлен. А закат, открывшийся из окон в первый вечер, был настолько красив, что захватывал дух. Солнце окрасило небо в яркие цвета, которые под определенным углом были похожи на кровь. Кровавый закат, но красивый, да. Я нисколько не жалел, что купил этот дом, но скоро все изменилось. Сейчас поздняя ночь, и я что-то слышал сверху. Какой-то шум, словно там кто-то ходит. Что это такое? Вот опять слышите? Мне бы не хотелось идти на чердак ночью, как во всех этих чертовых фильмах ужасов. Я просто выйду в коридор посмотреть. Камера что-то барахлит. Никого нет. Наверное, показалось. Слышите? Черт, черт, черт! Надеюсь, что это записалось. До самого утра я не сомкнул глаз, а днем был полностью разбит. На следующую ночь это повторилось. Я чувствовал чье-то незримое присутствие, ощущал чье-то холодное дыхание. Утром, когда рассвело, я поднялся на чердак. Как тут много хлама. Я занялся работой, и все пугающие мысли отошли на задний план. Сейчас при свете дня в доме не было страшно, и я уж было подумал, то, что я услышал ночью, мне просто показалось. Но потом я увидел на полу какие-то ритуальные знаки, и эту странную комнату с одним единственным стулом. Она выглядела как темница, а следующая дверь вела в более ужасающее помещение. Боже, что же здесь происходило? Разбирая старые вещи на чердаке, я вдруг наткнулся на дневник ученицы пансиона, который пролил свет на прошлое. Читая его, я погружался в жуткие, даже ужасающие события, что произошли именно здесь, в этом доме. В конце 19 века этот дом был пансионом, в котором некая леди Агнеса обучала будущих гувернанток. Она была строга и за малейшую провинность отправляла своих воспитанниц в комнату наказания, что находилась на чердаке. Возвращаясь оттуда, они уже не были прежними. Агнеса забирала их силы, утоляя свой ненасытный голод и принося их жизнь в дар темным силам. Я не мог поверить написанному, как бы ни пытался. Разве такое возможно? Мне стало так страшно, но я решил не сдаваться. Вечером я установил камеру на чердаке и спустился вниз, в спальню. Дверь я запер и даже подпер шкафом. А утром, когда увидел то, что засняла камера, чуть не лишился дара речи. Это была она? Та самая леди Агнеса? Я никогда не верил в потустороннее, но эти кадры повергли меня в шок. Да, в беспроглядной темноте чердака обитало древнее зло. Мое появление в доме, похоже, его разбудило. Теперь чудовище пыталось добраться до меня. С каждым днем я терял силы, с каждым выдохом из меня словно уходила жизнь. И я не мог больше тут оставаться и сбежал. Ноги сами привели меня в архивное хранилище, где я читал старые заметки, отыскивая свидетельства событий тех стародавних времен. Все глубже и глубже я погружался в историю, и вдруг, собрав все воедино, передо мной открылась вся картина. История этого дома началась задолго до его строительства. В средние века Агнеса жила в небольшой деревушке у реки. Как-то раз ее супруг отправился на охоту и подвергся нападению дикого зверя. Живым он не вернулся, но Агнеса выдержала этот удар судьбы. Спустя время из жизни ушла ее единственная дочь, и смириться с такой потерей Агнеса уже не смогла. Она попала в место, именованное как Черное святилище. Здесь она вступила в союз с темными силами, которые завладели ее душой, а взамен возвратили дочь с того света.
Черный культ был обнаружен Инквизицией, а его участники преданы священному огню. Но темные силы воскресили Агнесу. Правда, теперь она не была уже человеком. Она стала монстром, которому постоянно требовалась кровь. На месте черного святилища новый супруг Агнесы возвел большой особняк, в котором она стала проводить спиритические сеансы, взывая к преисподней. Супруг внезапно исчез. Агнеса открыла в доме пансион для сирот, чтобы поддерживать свою неправильную жизнь за счет невинных душ. Перед моими глазами, которые уже ничего, казалось, не видели, возникали все новые и новые статьи о культах и демонах и изгнании злых духов. Из них я почерпнул, что изгнать темные силы из дома поможет какой-то старинный артефакт, созданный народами месканцев. Вот только искать его следовало в древнейших гробницах Сильвадорадо. Туда я и отправился. Я узнал, что артефакт может находиться в старинной гробнице, в которой месканцы заточили вампиров, лишив их силы с помощью своих священных реликвий. Фреска в нижнем зале изображала месканский мир, таким, каков он есть и будет. Сверху небо, на котором взошло яркое полуденное солнце. На втором уровне обозначена жизнь на земле, полной цветущих садов. Третий уровень олицетворяет пространство под землей, где покоятся усопшие месканцы. Эта фреска – напоминание для заключенного в гробнице демонического народа о том, что их тела никогда не будут преданы земле и обречены вечно гнить в темнице. В то время как солнце ежедневно восходит на небосклоне, а жизнь на земле продолжает цвести. Вот она. Вот та самая реликвия. Что это за звуки? Что же делать? Но вдруг темноту прорезал луч света. Неизвестно откуда взявшаяся женщина, как разъяренная львица, вступила в схватку, и вместе мы одолели чудовище. Вот так я обзавелся бесстрашной спутницей в своих приключениях. С помощью этого артефакта вместе мы провели ритуал изгнания злых духов в доме и освободили леди Агнесу от проклятия, навсегда привязавшего ее к этому месту. Темные ворота в преисподнюю, наконец, закрылись. Но так ли это? Иногда я чувствую, что призраки возвращаются. Или, может быть, я сам стал призраком и блуждаю в темных закоулках потустороннего мира, не в силах найти путь назад. Порой у меня возникает ощущение, что леди Агнеса не исчезла. Она лишь ждет момента, чтобы напасть вновь. Пусть эта история послужит уроком. То, что кажется удачей, вполне может оказаться змеей в мешке, а необдуманные поступки никогда не принесут спокойного сна.